Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня я покажу вам любимый рецепт свеклы по-корейски. Это облегченная и более полезная версия знаменитой закуски, которая готовится очень легко. И сразу скажу, что готовлю я ее без жареного масла. В описании под видео я вам оставлю ссылочку на рецепты корейской моркови без жареного масла. Ну а сейчас пойдемте готовить вместе. И как вы видите, я уже очистила свеклу. В сегодняшнем рецепте я буду использовать 750 грамм очищенной свеклы и буду готовить из сырой. Знаю, что многие готовят из вареной свеклы, но в сырой свекле намного больше витаминов остается. А теперь беру вот такую терку для корейской моркови и натираю свеклу тонкой соломкой. Из сырой свеклы закусочка получится вкусной, хрустящей. Напишите мне, вы когда-нибудь готовили ее? И если у вас есть другой проверенный рецепт, напишите, может я и по вашему рецепту приготовлю. Ну а теперь начнем заправлять. Беру 1 чайную ложечку с горкой соли и 1 чайную ложечку с горкой сахара. И добавлю 6 столовых ложек уксуса, но уксус у меня 6%. Если у вас уксус 9%, попробуйте добавить только 4. И теперь я тщательно все перемешиваю и оставляю хотя бы на пару часов, пусть хорошенько промаринуется. И сок, который пустит свекла, я никогда не выливаю. А теперь добавляем 1 чайную ложечку без горки черного молотого перца и пол чайной ложечки красного молотого перца и 4 чайные ложечки кориандра. А теперь беру крупный зубчик чеснока и пропускаю через пресс. И снова хорошенько все перемешиваем, чтобы все вкусы между собой объединились. И обычно я снова оставляю на пару часов, пусть немного настаивается. И главный секрет этого рецепта: вместо раскаленного растительного масла мы просто добавляем в конце хорошее оливковое масло. Оно мягко объединяет все вкусы. И так как мы используем не жареное масло, потребуется просто немного больше времени на то, чтобы специи раскрыли свой вкус. Специи не обжигаются, а раскрываются плавно. Маринад получается более мягким и благородным. И после того, как вы перемешали свеклу с маслом, возьмем 20 грамм кунжута и слегка его обжарим на сухой сковороде. Он придаст блюду легкую ореховую нотку, идеального хруста и красоты. Обжарили и теперь добавляем к свекле. Он сделает ее вкус по-настоящему богатым. Но если вы не любите кунжут, можете не добавлять, это по желанию. И теперь хорошенько перемешиваем с кунжутом. Накрываем плотно пищевой пленкой и оставляем хотя бы на сутки, пусть настаивается. Можете время от времени перемешивать, чтобы все специи хорошо объединялись. Чем дольше она будет настаиваться, тем будет вкуснее. И вот такая аппетитная, сочная и хрустящая закуска у нас получилась. И еще один важный момент. Так как мы использовали настоящее оливковое масло, в холодильнике оно может немного застыть. Поэтому достаньте эту закуску за 10-15 минут до подачи. Масло снова станет жидким, и свекла раскроет весь свой потрясающий вкус и аромат. И вот так просто, без лишних калорий и жареного масла, у нас получилась идеальная пикантная закуска. Настоящий витаминный взрыв на вашей тарелке. Конечно, вкусы у всех разные, поэтому смело экспериментируйте. Вы всегда можете добавить чуть больше чеснока для остроты или убавить уксус. Подстраивайте этот рецепт под себя, чтобы он стал идеальным именно для вас. Готовьте с любовью, радуйте себя и своих близких. Желаю вам приятного аппетита, бон аппетиту и отличного дня. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!